Я Тушина Надежда Степановна. В возрасте 9 лет, в 1958 году, я переболела детским полиомиелитом. Это поражение центральной нервной системы. Были поражены нервные клетки. Естественно, что импульс не поступал в мышцы, мышцы атрофировались. Инвалид первой группы. Я училась во 2 классе, и жили мы в Кемеровской области, станция Яя. На уроке я почувствовала, что мне нехорошо, как бы признаки гриппа, корежит меня, головная боль началась. Я сказала об этом учителю, но учитель говорит: досидишь до конца урока и пойдешь домой. Я досидела, хотя мне было тяжело. Еле доплелась. Это было 11 марта 1958 год. Мне этот день никогда не забыть. Трагический день моей жизни. Я пришла домой и, как всегда, сразу должна была садиться за уроки. Но что-то ничего мне не получалось. И я думаю, а отец пришел с работы, с ночной смены, он необычно помогал. Тут отец пришел и лег спать. Я думаю, ах так, значит, у меня даже агрессия началась. Раз папка лег спать, и я лягу спать. И я уснула. Мне снится страшный сон. Я испытываю страшный ужас, что я лечу по небу, а за мной гонятся с ножами. Это был такой страх дикий. Я в ужасе проснулась и стала дико кричать. Этот сон, казалось, что сопровождал меня. Мама в это время стирала в своем корыте. Машинок тогда стиральных не было. Я подскочила к ней и закричала: «Дай конфет!» Назвала ее, кстати, чертом вместо мамы. Глаза у меня были бешеные, а тогда еще ходила эпидемия менингита. Менингит и полиомиелит косили людей, особенно детей. Она страшно напугалась, что не характерно для меня. Конфет в доме никогда не было, потому что жили мы бедно. Сахар делили, кстати, по кусочку. Мама говорит: на тебе сахару, сахару, на, Надя, сахар. Я кричу: не надо мне твой сахар. Хватаю стул, не такой уж легкий, и за ней. Она закричала, отец проснулся, и в ужасе они стали одевать на себя и на меня, что только могли, чтобы под руку попалось. Вышли на шоссейную дорогу, скорых тогда не было, чтобы как сейчас вызвать скорую помощь. Проголосовали, первую же грузовую машину увезли меня в больницу. К этому времени я уже успокоилась. Меня привезли, я себя уже, собственно, чувствовала неплохо. Врач обколола меня иголочками, говорит: чувствуешь? Я говорю: чувствую. Она говорит: ну пусть полежит дня 3, мы ее понаблюдаем. С тем я осталась в больнице. Вскоре мне взяли пункцию и признали полиомиелит. У меня потихоньку тут, в этой же больнице, стала отниматься сначала левая нога, потом правая рука. И я превратилась почти что в плеть, еле поднималась, чтобы встать на горшок. Меня решили отправить в ближайший городок Анжеро-Судженск, где уже была открыта для детей, перенесших полиомиелит, то есть для детей с острой формой полиомиелита. Пришли родители, убитые горем. Я не хочу ехать в больницу. Говорю: мама, я не хочу ехать в больницу. Дома оставался маленький брат. Отец говорит: вот сейчас, если встанешь, пойдешь своими ногами, то мы тебя не повезем в больницу. Я из последних сил встала и, как подкошенная, упала на руки отца. Я пролежала без движения 3 месяца. Был момент такой, мама лежала со мной в боксе. И однажды врач, Клара Дмитриевна Мединская, подошла и говорит: сегодня ночь критическая. Или умрет, или пойдет на поправку. От полиомиелита умирали очень многие. И мне стало так плохо ночью, не помню ту ночь. Я уже была без сознания, я умирала. Подушки, которые были вокруг меня, их все использовали. Не хватало кислорода, мама бежала по больнице, но тогда врачи не дежурили ночью. Была одна медсестра, пока она медсестру нашла, пока мне принесли подушку, кислородную, меня отходили. И я начала потихоньку поправляться, то есть критическое состояние закончилось. Меня перевели в общую палату, я все равно там лежала без движения. Мне доктор
принесла куклу. Кукол мы никогда не играли, ими у нас же были самодельные, тряпочные. У нас не было игрушек тогда, в те времена. Такую красивую куклу. Она открывала, закрывала глаза, кричала «мама». И я чуть-чуть могла, вот у меня левая рука, пальцы, чуть-чуть уже зашевелились, и я могла дернуть за веревочку, а кукла кричала «мама». И я так радовалась этой кукле. Однажды ко мне приехали родители, а меня уже стали садить. Скамеечку под ноги, опору под спину. Меня посадили напротив окошка. И вдруг я увидела лица родителей. И испытала такую радость. И казалось, что от радости я закричала и встала на ноги. И с тех пор я стала вставать. И стала потихонечку ходить. А куклу доктор отдала другой девочке, которая поступила, и была тоже очень тяжелая. И я так расстроилась, что у меня отобрали мою дочку, которую я так полюбила. Так что эту куклу запомнила на всю жизнь. Потом меня через 3 месяца выписали домой. Я очень изменилась. Шла, конечно, еле шла, меня поддерживали под руки, у меня как плети. Правая полный паралич, левая чуть-чуть, вот пальчики, а на ногах я все-таки шла. И те дети, с которыми я играла, они как бы перестали со мной общаться. Во-первых, боялись, а вдруг заразная болезнь. Во-вторых, им со мной стало неинтересно. И я оказалась как бы запертой за воротами, потому что свой дом, большие ворота, без общения. И только одна девочка, одноклассница, решилась меня попроведывать. Я запомнила ее тоже на всю жизнь, Ася Ирмухаметова. Так вот, когда Ася ко мне пришла, и когда Ася, увидев меня, оцепенела, что от меня теперь стало, и когда я увидела ужас в ее глазах, я поняла, в каком я состоянии нахожусь. То есть, как бы сказать, Асины глаза мне сказали, что моя жизнь разделилась на до и после. И с тех пор я сидела в огороде, в большом, находила там себе уединение, читала книжки и сочиняла стихи, складывала рифмы. В этом какое-то находила, что ли, занятие или отраду, содержание жизни. Мама оплакивала, в семье был буквально траур. Папа гармонист, у которого гармошка по вечерам все время была в руках, как минута отдохновения. Гармошку убрал подальше. И казалось, что просто горе задавило семью. Часто родители сидели и плакали. Но особенно переживала мама и говорила так: «Ой, как же ты дальше будешь?» Она потеряла надежду, что отойдут у меня руки. Я была беспомощна ни одеться, ни раздеться, ни расчесаться. Сестру мама сказала, что теперь твоя обязанность за ней ухаживать. Сестре это быстро надоело. Ей хотелось куда-то убежать, поиграть. И мне за ней хотелось, но я не могла, я падала. И, сидела, продолжала сидеть за этими воротами. И вот так проходило мое детство. Тогда ведь такой школы, как сейчас, не было, чтобы надомное обучение. И учителя ко мне не ходили. Мне просто покупали учебники, я по учебникам сама изучала. Математика, 3 класс, арифметика, русский язык, и читала много книг. Потом мама приняла мужественное решение все продать и уехать в город, там, где были ее родственники. Она говорила, что так мы Надю нам будет легче лечить. И вообще дети подрастали, надо было учиться. И вот они все продают, поселяются на квартире у маминой старшей сестры, семья в 6 человек. И начинает отец строить дом. А тогда дома строили, нанимали помощи. И вот по выходным созывали всех родственников, шли соседи. И буквально за месяц подняли стены дома и крышу. А зимой отец отделочной работы делал. И весной мы уже переселились. Мама начала ходить в горздрав и добиваться путевок. Путевки не очень-то давали и тогда. Но мама была очень пробивная, и она добилась мне путевку в один из лучших санаториев страны, город Пятигорск. Я там лечилась 6 месяцев. Конечно, я окрепла,
Я стала хорошо ходить на ногах, но вот руки как были, так и остались. К моему счастью, к счастью других детей, в Новосибирске открыли интернат для детей, перенесших полиомиелит. И вот я туда поступила учиться. Нас там было 300 человек, все дети инвалиды. Но, пожалуй, у меня была самая тяжелая форма поражения. Потому что у кого-то нога, у кого-то рука, все себя обслуживали. Но там была взаимопомощь в этом интернате. Я с детства поставила себе цель стать учительницей. Кстати, и мама меня нацелила, она говорила: Надя, не пропадешь, выучишься, станешь лектором. И рисовала мне даже радужную жизнь, как сыр в масле будешь кататься, по курортам будешь ездить. Так что учись, дочка. И я старалась. Когда в интернате люди просто старались пробегать уроки, а я учила чуть ли не наизусть. Мне так хотелось, чтобы я умела говорить, раз я буду учительницей, пересказывать, чтобы удовольствие было слушать. И учителя меня хвалили, это тем более, что меня как-то стимулировало учиться еще лучше. И вот по окончании интерната, а там было всего 8 классов по тем временам, я сама пошла, нашла заочную школу, отдала туда документы и стала учиться заочно. То есть самоучка изучала по учебнику материал, и учителя ко мне приходили и принимали зачеты. Дома у меня сложилась довольно такая обстановка, которая, как бы меня даже в какой-то степени стимулировала быстрее уйти из дома. Я, живя в интернате, выработала самостоятельный характер. То есть, куда хотела, туда пошла. Но мама становилась препятствием. Она говорит: ты куда пошла? Упадешь, под машину попадешь, все на тебя смотрят, тебе вот это нужно? Сиди дома, посмотрим телевизор и так далее. Но только услышав такие слова, что сиди дома, я одевалась и прям буквально вечером, чуть не на ночь глядя, уходила из дома. Поскольку с мамой отношения были конфликтные, я во что бы то ни стало уйти. И в 18 лет я пошла сдавать документы в пединститут. Тут у меня были проблемы. Я сдавала на историко-филологический факультет на специальность литература русский. Я написала сочинение очень кратко и таким корявым почерком, как курица лапы, потому что только мне недавно сделали операцию на руке, надеялись, что она будет подниматься, но толку никакого не было, это были только эксперименты. И писала я очень плохо тогда. И мое сочинение даже рассматривать не стали, поставили мне 2. Когда я подошла и увидела себя в списках двоечников, я испытала такой ужас, позора и крушение надежды. Мне казалось, что волосы поднялись на моей голове. Я быстро зашла в экзаменационную комиссию, чтобы никто не видел, быстрее забрала документы и быстрее ушла, чтобы мне дождаться того момента, когда никто не будет видеть, чтобы я могла разрыдаться. И вот когда я приехала, а мы жили на окраине города, Малокривощеково, это, считайте, была когда-то деревня, потом слилась с городом. И когда я пошла по своей Малокривощеково, а там были степи, и никого не было, я заорала так, что сама себя напугалась. А мама знала время, когда примерно я приду. И они с сестрой меня ждали, чтобы сестра даже цветов нарвала, чтобы меня поздравлять. А когда они увидели, какая я, они сразу все поняли. Мама спрашивает: ты что, документы взяла? Я говорю: да, забрала, от позора сразу же. Она говорит: дурочка, давай сейчас же свои документы, я завтра пойду, и отдам их назад, и будешь сдавать снова. И когда мама сказала, так я знала, что если мама пойдет, то она чего-то добьется. Мама на другой день сходила, пришла и сказала мне: Надя, документы приняли. Попросили твою фотографию посмотреть, приняли документы. Что я там говорила, тебе не буду рассказывать. Но тебя допустили сдавать устные экзамены. Вот если ты все хорошо сдашь, тебе дадут переэкзаменовку по русскому языку. Когда я сдавала литературу, в
все, кто готовился отвечать, они все бросили отвечать. Мне попался вопрос лирика Пушкина и Лермонтова. Я знала столько наизусть. Я так хорошо отвечала, что экзаменаторы говорили, давно не было такого ответа. Поставили мне 5. А дальше, значит, история 4, немецкий 4. И меня допустили к письменной работе. Сказали мне, вот сиди с другим потоком и пиши, пока не напишешь. Ну, я сидела до последнего момента. Мне поставили 3, приняли меня в институт. Я, конечно, чувствовала себя настолько счастливой, что словами не передать. Во-первых, достигла своей цели, во-вторых, у меня появилась перспектива, что я буду учиться, что я уйду из дома. Я так хотела уйти из дома. Я стала просить общежитие, мне его дали. И вот в 18 лет я ухожу из дома в самостоятельную жизнь. 28 рублей стипендии, и дали мне тогда 16 рублей пенсии всего. Это были такие маленькие пенсии. Я поселилась в комнате. Я же привыкла жить в коллективах детей-инвалидов, которые за мной ухаживали запросто. К тому же у меня уже был опыт, что «Тань, помоги, пожалуйста, Зин, сделай, пожалуйста». И вот я заселилась в комнату, и заселяется вместе со мной здоровая девушка, симпатичная. Пришло время ложиться спать. Я ей говорю: «Тань, помоги мне, пожалуйста, раздеться». Таня сказала мне, посмотрела на меня и сказала: «Не надейся, я тебе не помощница». Но я не растерялась, знаете ли. Я выглянула из комнаты и стала ждать, кто идет мимо и кого можно попросить. Вот эту нельзя, я вижу уже по лицу, я уже психолог была. Вот эту тоже лучше не трогать, а вот эту сейчас попрошу. Я говорю: «Девушка, можно вас на минутку?» «Можно». «Как вас звать?» «Пожалуйста, помогите мне раздеться». У девушки был ступор. Я говорю: «Да вот у меня проблема, руки парализованы». Я говорю: «Да хорошо, сделаю». Она меня раздела и говорит: «А как одеваться будешь завтра-то?» «Ну ладно, я завтра приду, помогу». И вот со временем вокруг меня стали появляться девочки, они в основном были сельские, кто жил в общежитии, которые предлагали мне помощь. Приду в буфет, мне тут же помогут взять кофе, бутербродик. Приду в институт, кто-то подойдет, разденет. Захожу в раздевалку после занятий, кто-то одел. В группе стали помогать мне ходить в столовую на обед. Ну, своего рода даже дежурство установили, кто со мной идет. В общежитии девочки многие помогали, а я решила внести своего рода организацию в этот процесс. Обошла их и говорю: «Зин, вот ты сможешь мне по понедельникам одевать?» «Да». «Галя, а ты по вторникам?» «Да». И вот я вставала пораньше, шла, будила их, говорила: «Пойдемте вставать, одеваться». Потом подходит ко мне одна девушка, Калюжная Валя, она была по направлению от колхоза, и говорит: «Надя, я буду одна все делать. Каждое утро тебя буду одевать, каждый вечер раздевать. Ты пойми, что это нужно мне». И Валя помогала мне очень много. Учиться было, конечно, тяжело. Во-первых, в общежитии невозможно было выспаться, ведь кто в лес, кто по дрова. Девчонки курили, выпивали в комнате, ложились запоздно. Вставать надо было рано. Многие не вставали, и в конечном итоге у нас та комната, с которой мы заселились, с которой я заселилась, они почти все были отчислены за неуспеваемость. Удержалась одна я из этой комнаты. Потом у нас на курсе появились... Да, я закончила первый курс по специальности литературы и русский. Меня вызывает декан и говорит: «Вот думаем над тобой, а вот как ты работать будешь по русскому языку? Ведь это же доска, это же тетради. Мы решили тебя перевести на историю. Но факультет один, только специальности разные. Давай сейчас досдавай те предметы, которых не было на русском языке, и пойдешь вместе с историческим факультетом». На этот факультет поступили в тот год слепые.
из общества инвалидов слепых, Люба и Галя. И нас всех селят в одну комнату. И вот мы оказались так нужны друг другу. Я подружилась с Любой Копыловой. Она меня одевает, я ее в институт веду. Дальше вместе готовимся, я ей начитываю, вместе маракуем. Кстати, она писала лекции по Брайлю лучше, чем я даже лекции бросила писать, потому что трудно мне было. Люба лекции пишет, потом Люба раз пальчиками прочитала все, я еще по учебнику прочитала. И, как бы сказать, теперь моя жизнь стала намного проще. Вот, несмотря на трудности, я знала, что мне нужно во что бы то ни стало закончить институт, и я его закончила. Но я сейчас о работе расскажу, что когда я закончила институт, нужно было устроиться на работу. И я столкнулась с такой проблемой, меня на работу не берут. Меня, собственно, не рассматривают всерьез. Мне сказали: так, какая вам школа? Я маленькая, я худенькая. Да вас ученики из-за парты не увидят, вы никогда не справитесь. И как я ходила в ГРАНО чуть ли не каждую неделю. И двери для меня закрылись в ГРАНО, чтобы больше не ходила. Вышли две дамы. Самым таким нелестным образом со мной поговорили, что больше не ходи, нечего тебе тут делать, какая-то учительница. Но я не из числа обидчивых. Я их поняла, что эти люди не знали горя, и меня не понять. И я пошла дальше. Я пошла в крайком партии к заведующей школами города. И она меня выслушала и сказала: я вам дам часы в вечерней школе. Так я попала в вечернюю школу. Я проработала в общей сложности 38 лет. Ни одного дня перерыва в моей трудовой биографии не было. Работала в 4 коллективах. Я из этой вечерней школы, которая шла под закрытие, пошла в испытательную трудовую колонию номер 1. Отработала там 9 лет, на 10-м году ушла, потому что и сажа, и далеко было ездить. Ушла в детскую школу номер 83. Отработала 2 года там, а тут не так давно, к этому времени, открыли детскую краевую больницу. И там обучали больных детей. И я стала ходатайствовать перед РАНО, чтобы меня перевели в эту школу. И вот в этой школе, то есть в детской краевой больнице на Гущино по обучению больных детей, я отработала 21 год. И таким образом 38 лет. Как сложилась моя личная жизнь? Ну, во-первых, естественно, что мама мне говорила: Надя, твоя доля быть одной. И когда ко мне первый раз пришел мальчик, мне было 16 лет, мама меня даже не выпустила за ворота, вышла к этому мальчику, посидела с ним, он ушел, меня не дождалась. Мама пришла и сказала мне: чтобы больше ни одного здесь не было. Ты что мне хочешь подоле принести? Кому ты нужна? Ты сама подумай. Запомни, твоя доля быть одной. Вот после этих слов я решила: я вам докажу всем, что и я могу жить, как все люди, что я могу быть любима, что у меня будет семья. Сестры старшие однажды сидели и мечтали: вот какие они семьи создадут. Говорят: вот я к тебе буду в гости ездить, а ты ко мне будешь ездить. А про меня даже речи нет. А я вела же личный дневник с 12 лет, и по сей день его веду. В том дневнике я пишу: мечтают о семьях. А у меня тоже будет семья, и даже лучше, чем у них. Так и получилось. Я сидела, вот когда мои ровесники ходили на танцы, когда они дружили, а я сидела дома, одна в 15-16 лет. Я рисовала в своем воображении образ своего любимого. И я настолько была уверена, что это свершится, что у меня не было сомнений. У меня вот, как бы сказать, был такой решающий момент в жизни, поворотный. Я лежала в научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии. Мне, как я сейчас говорю, проводили эксперименты на детях. Вот придумали мне вот тут руку повернуть, зато наркоз
и гипс. А около научно-исследовательского института была танцплощадка. И вот я стою, мне 16 лет, а уборщицей работает, нянечкой работает моя ровесница. Она каждый день бегает туда на танцы, а потом мне рассказывает, как познакомилась, как было здорово. Я молчу, конечно, мне завидно, но думаю, ну что теперь сделаешь? И вот однажды вечером я встала у окошка, мне было так грустно, весна, а я в этой больнице с этим гипсом, и, как мама говорит, никому не нужная. И вдруг заиграл духовой оркестр. Это была такая волшебная музыка. Вот мне, знаете, показалось, что будто бы вот у меня сердце раскрылось навстречу этой музыке. И как будто бы вырвалась тоска, которая теснила меня. И эта музыка стала заполнять меня полностью. Я вдруг увидела небо голубое. И я сама себе сказала: Господи, ведь можно, я могу быть счастливой такой, какая есть. Потому что я вижу, потому что я слышу, потому что я хожу, уже поэтому я счастливая. Я счастливая, и больше никаких мыслей о том, что я какая-то несчастная, что я чем-то обделенная. Нет, я очень счастливая. И вот с этой мыслью я стала жить вообще в течение жизни, все последующие годы, что я очень счастливая. Пришло время, чисто случайно, мне встретился человек, чисто случайно, с подружкой сидела на берегу Оби. Кстати, мне было только 18 лет, и вдруг откуда ни возьмись приплывает лодочка, как в сказке. А в ней сидят двое, один старше, другой моложе. Ну, я ей говорю, подругу звали Таня, говорю: Тань, вот какие-то там приплывают к нам, реагировать не будем. Тем более вот мне один показался старый, он был на 7 лет старше меня действительно. Ну, они подплыли, вроде бы разговор затевают, мы молчим демонстративно, разговариваем о своем, на них внимание обращаем. Этот, который старый, он как-то так незаметно в разговор вступил. И мне стало с ним интересно. А он говорит: дайте мне, пожалуйста, свой адресок. А я сидела в плащике, ручки так спрятала. Ну, я сказала свой адрес, он записал и отчалил с тем. Проходит 2 недели, получаю письмо. И, короче, завязалась переписка. И завязался как такой роман почтовый. Он мне стал объясняться в любви. Думаю, а вот он не знает, что я инвалид, он не обратил внимания. Но сижу себе маленькая, ручки спрятаны. И он начал писать мне о встрече, что он приедет. Я напугалась очень и пишу ему письмо, что ты не заметил, что я инвалид. Что? Ну, написала, почему я инвалид и какие у меня проблемы, что я практически-то беспомощная, чтобы он знал. Но когда я ему написала это письмо, я была уверена, что ничего уже не изменится. И когда он получил письмо, он приехал. И впервые в жизни этот человек, казалось мне, любил меня за то, за что меня не принимали другие. Вот за мое это несчастье. Он взял мои руки из кармана и начал целовать. Одним словом, что он стал предлагать мне, что я пошла за него замуж, но помня мамины слова, что я никому не нужна, я все-таки сказала: нет, подождем, нам некуда торопиться. Пришло время, и мы с ним все-таки соединились. Скоро 50 лет нашей совместной жизни, вот в июне будет 50 лет, как мы живем вместе. Мы вырастили 2 детей. Дети получили высшее образование, помогают нам. У нас 2 внучки и 1 правнук. И что я хочу сказать, что мысль человека ведет его по жизни. Какие бы обстоятельства ни случались с нами, но нужно быть уверенным в жизни. Нужно не просто надеяться,
не только надеяться, вернее, а нужно шаг за шагом упорно выстраивать моменты жизни, которые ведут тебя к приближению твоей цели. Что я и делала по жизни. Чтобы стать учительницей, осуществить свою мечту, ведь я день ото дня училась, тяжело было, не досыпала, болела спина, и болела голова, и ноги судорогой сводила, а я все равно шла к своей цели. Мне трудно, я передохну, дальше иду. А как было тяжело растить детей. Вот когда Женя родился, я на заочное перевелась, и как-то было легче. А когда Тома родилась, вот 2 маленьких детей, одному 3, другая родилась. И я говорю: Борь, увольняйся и сиди с детьми дома. А я выхожу на работу. Я уже работала. Вот так наши, как бы сказать, роли поменялись. Я стала снабженцем, обеспеченцем, а он сидел дома, как мама, воспитывал детей. Целый год сидел. Через год мы с ним решили, что он идет в ближайший детский сад, устраивается дворником, чтобы быть свободным весь день. Детей берет в детский сад, и так он проработал 7 лет. А когда дети подросли, он мне сказал, дети же стали помогать, он сказал: я тоже хочу пойти учиться. И поступил в университет. Закончил университет Алтайский, филологический факультет. Ну и, короче, когда вот мы так говорим о жизни, я говорю: какое счастье, что ты мне встретился. Он говорит: какое счастье, что ты мне встретилась. И когда мне было 55 лет, а сейчас мне 70, скоро будет 71, ко мне пришли из коллектива, ну, как бы проводы на пенсию, но я еще не пошла на пенсию. Когда ему слово дали, он встал и сказал: вот все, что у нас есть, и в том числе я сам, все создано ее руками. Это все она. Она всю жизнь ведет меня по жизни, она, как бы, ведет к свету. Ну, потому что я, видимо, поняла с молодых лет, что я как женщина вечный интеллектуальный руководитель и воспитатель и детей, и мужа. И на полном основании я хочу сказать, что, несмотря на свой недуг, я человек счастливый, у меня есть все. У меня дом, шикарная дача в черте города, на улице Власихинской. У меня хорошие дети, внуки, муж преданный и верный. У нас есть любовь, а это как раз и есть счастье. Если есть какие вопросы, задавайте. Да, вы так здорово все рассказали, прям. Я написала книгу о своей жизни. У меня книга называется «Жизнь без рук». Сначала эта книга читается, как бы люди грустят и маленько поплачут, а потом, когда они ее прочитают и говорят мне: вот слушай, я таким оптимизмом зарядилась, вот я раньше думала, что я неудачница, а теперь я знаю, какая я счастливая. А одна говорит: у меня крылья отросли. Вот, как здорово, что я у тебя узнала, что ты написала такую книгу. Я и сейчас веду позитивный образ жизни. Я собираю людей, вожу их по концертам. Вот 4 числа пойдем в театр драмы на концерт группы ВИА «Поведу инвалидов». Это песни СССР. У меня попросили люди. Я обязательно позвоню администрации, но по письму из ВАИ мне удешевляют как бы эти походы. 4 мы идем в театр драмы, 5 мы идем на концерт камерного оркестра, а 6 мы идем в филармонию на предпраздничный концерт к женскому дню. Там поет вокальный мужской ансамбль Афанасьева и солисты музыкального театра, аккомпанирует симфонический оркестр. Люди, которые, бывает, не ходили ни разу, я их привлеку, уговорю, а потом они сами меня просят. И говорят: ой, как здорово, что мы тебя узнали, теперь мы ходим. Одна женщина мне недавно сказала: я так устаю на работе, и так снимала стресс, куда-то уходила в лес, отключала телефоны, чтобы мне никого не видеть, не слышать. А когда вы привели меня на концерт, я поняла, где я могу получить положительную подпитку. И теперь мне не надо никуда уезжать, я счастливая теперь.
И говорит, хочешь, подарю тебе платье? Даже такое вот бывает. В общем, хочешь быть счастливым, так будь им. Мы счастливы ровно настолько, насколько себя чувствуем счастливыми. И еще хочу сказать, если ты встал на свои ноги, видишь белый свет, слышишь, себя своими руками обслужил, ты счастлив. И вообще стыдно на что-то жаловаться. И ставь себе цель, и иди к ней мелкими, но твердыми шажками. Хочешь быть счастливым, будешь им. Если ныть, какой я неудачник, таким и будешь. То есть все зависит от нашей мысли, от наших поступков. Мы сами строим свою жизнь.